Всех приветствую. Биткоин дошел до целевой зоны. Он находится там, где мы его и планировали увидеть. Чуть позже покажу, как изменится теперь структура биткоина, а пока давайте глянем пару новостей. Похоже, эпопея с банками, которые банкротились на прошлой неделе, заканчивается более-менее мирно. США спасли вкладчиков этих банков. Федеральная корпорация по страхованию вкладов Минфин США и ФРС 13 марта заявили, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам за счет акционеров и некоторых держателей необеспеченных облигаций. Регуляторы обосновали решение необходимостью укрепления доверия к банковской системе на фоне резкого снижения капитализации региональных кредитных учреждений. Проще говоря, регуляторам легче помочь этой парочке банков, чем потом разгребать последствия того, что люди побегут забирать бабки из всех банков. Тогда уже нужно будет спасать не 2 банка, а намного больше. Однако они не помогли акционерам, как раз таки за их счет и будет помощь обычным вкладчикам, помогли просто обычным людям, которые держали деньги в этих банках. Именно после этого заявления биткоин показал рост, продемонстрировав бычий настрой и перспективу на дальнейший рост. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами. К примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Ну а кто откупал на этом падении и кто продавал на нем, можно сделать вывод, прочитав вот эту новость. Компания Sentiment заявляет, что крупные держатели биткоина добавили $821 миллионов на свои счета всего за неделю. Компания Sentiment специализируется на социальных метриках и данных различных платформ. Так вот, они сообщили, что криптовалютные киты и акулы снова начали накапливать биткоин, причем крайне быстрыми темпами. По их данным, на прошлой неделе, когда цена первой криптовалюты падала до $20 тысяч, владельцы кошельков с балансом от 10 до 10 тысяч битков добавили на свои счета 40 557 монет. Это эквивалентно $821 миллиону. Вот заявление компании Sentiment. Похоже, падение криптовалют на неделе не стало результатом действия китов и акул. Владельцы кошельков с балансом от 10 до 10 тысяч битков закупили монет на 821 миллион. Причины стоит искать в корреляции криптовалютного и фондового рынков. Люди снова фокусируются на биткоине. Соотношение сообщений про биткоин и альткоины на самом высоком уровне с июля 2022 года. Массовое обсуждение биткоина – это признак страха на рынке. То есть люди из банков начали вытаскивать деньги и вкладывать их в крипту. По крайней мере, так считает Sentiment. И так делают именно крупные держатели битка. А у кого они их покупали? Естественно, у мелких держателей. Давайте посмотрим на неделе, какие нас ожидают важные экономические события. И одно из них никак не стоит пропускать. Вот оно. Во вторник, 14 марта в 15:30. Теперь важные события будут по московскому времени выходить именно в 15:30, так как в США перевели часы. Так вот, в это время во вторник будет озвучен индекс потребительских цен. Предыдущее значение было 6,4%, по прогнозу будет 6%. Здесь так же, как и всегда. Цена уже закладывает прогнозные значения. Если фактическое будет меньше, то это будет позитив. Если же будет больше, то следовательно негатив. Также по классике еще в среду и в четверг в 15:30 стоит последить за публикуемой информацией. 15 марта будет озвучен базовый индекс розничных продаж, индекс цен производителей, объем розничных продаж и в 17:30 запасы сырой нефти. 16 марта в четверг число выданных разрешений на строительство в 15:30. Также в это время число первичных заявок на получение пособия по безработице, как обычно каждую неделю, и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Все это важные экономические показатели, но главный из них, конечно же, во вторник в 15:30. Ну и давайте теперь перейдем к графикам. Вот так у нас выглядит график биткоина.
Тот, кто подписан на телеграм-канал, уже видел, я выкладывал апдейт. Ну а в видеоформате давайте здесь немножечко поподробнее. В предыдущем видео я предполагал, что нас ожидает еще одна волна роста с последующей волной снижения. Целевая зона первого движения у нас благополучно достигнута. Вот она. Сформировали мы разворот также из предполагаемой зоны. Все нормально, по прогнозу все отыграло. Но движение здесь было настолько мощное, что данное движение выглядит очень импульсно. И велика вероятность, что коррекцию в волне 2 мы могли завершить уже 10 марта. А сейчас это старт новой, более старшей глобальной волны 3. Теперь, вероятнее всего, волна 2 у нас могла уже завершиться. И после такого большого роста вполне вероятно нас будет ожидать откат, на котором стоит рассмотреть лонги со стопом вот за это основание. Вот сюда. Давайте поровнее нарисую. Ну, короче, чуть ниже минимума в районе 19574. Но на откате вот этого импульсного движения вполне можно рассматривать лонги где-нибудь в районе вот этого мувинга. Это будет более классический вариант. И на мелких таймфреймах также можно поискать дополнительные факторы для поиска лонгов. Если смотреть на часовике, то для полноценного импульса нам стоит еще сделать один запрос наверх и затем уже пойти в коррекцию с дальнейшим ростом. Перед тем, как переходить к эфириуму, давайте посмотрим на фьючерсы биткоина. И здесь интересное событие также у нас произошло. В прошлый раз я уже говорил, что мы закрыли вот этот вот гэп, однако при резком движении наверх у нас образовался еще один гэп. Вот он. По классике жанра мы должны его также закрыть. А это значит, что вполне вероятно у нас движение в перспективе может вернуться на цену в 20 300. Ну или как минимум зацепить хотя бы верхнюю грань этого гэпа, которая находится на 21 тысяче. Давайте это дело здесь также отметим, что уровень гэпа у нас также здесь новый появился. Ну и не забываем про два гэпа, которые находятся наверху, на 27 тысячах и на 34 тысячах. Теперь давайте перейдем на эфириум. Здесь аналогичная ситуация, как и по биткоину, но она даже выглядит более бычьей. Переходим на 4 часа, и что здесь у нас видно? Разворотная зона определена верно, ее удаляем. Целевая зона у нас также достигнута, все нормально. Если бы это была волна 4, то она не должна была заходить за пик волны 1. Что у нас в принципе произошло. Поэтому здесь даже на одно подтверждение больше, чем на биткоине, того, что разворот у нас мог состояться уже 10 марта. Да, ничего нельзя исключать, и мы можем усложнить коррекцию, но если есть более простой вариант, я использую его, пока для усложнения нет необходимости. Мы сейчас притормозили вот на этом мувинге, как видите, на 4-часовом графике это у нас 200-ка, ну и естественно 50-ка на дневном, а вот она. То есть видите, как классно у нас отрабатывают эти мувинги. Сначала они были как поддержка, пробитие, один мувинг пробили, на втором задержались, причем нарисовали такую вот свечку. Объемы у нас на импульсе подросли. Ну и пока притормозили на 50-м мувинге. Вполне вероятно, он будет пробит после отката. Ну давайте вернемся на 4 часа. Здесь также предполагается вот такой сценарий. Стоп за основание. Вполне вероятен еще один заброс и зона коррекции, которая может стать неплохой точкой входа для дальнейшего роста в лонг. До уровня примерно в 1700, я думаю, эфириум вырастет без проблем. Но данные ценовые значения мы тестировали в ближайшем прошлом уже несколько раз. Только в этом году мы подходили к этому значению 2 раза. Причем второй раз в феврале мы его так достаточно долго проторговывали. Данный уровень является неплохим уровнем сопротивления, но для того, чтобы показывать рост, его, естественно, нужно пробивать. Важно посмотреть, какие завтра будут экономические показатели нам продемонстрированы. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX и всем удачной торговли. Счастливо!